Всем привет! Давайте сегодня поговорим о русалках, точнее о том, кого так называли изначально. Все мы знаем, кто такая русалка. Это девушка, разумеется, с прекрасными длинными волосами и рыбьим хвостом, которая прекрасно поет и влюбляется в принцев. Но наши предки восточные славяне русалками называли немного других существ, у которых вовсе даже не было никакого рыбьего хвоста. Само слово «русалка», скорее всего, произошло от слова «русый» по цвету волос, либо от слова «русло», например, русло реки, в которой живет русалка. Разлилась речка быстрая, разлилась. По сути, русалки — это духи воды, но не только. Русалками называли также души погибших девушек, утопленниц, девушек, проклятых матерями и похищенных нечистой силой, души младенцев, утопленных матерями. Старшая сестра утопилась, старшая сестра утопилась. Все они превращались в русалку, которая выглядела как девушка в лучшую пору девичества. Очень красивая, с длинными волосами. Как правило, они были очень худые, с длинными руками и бледной кожей, и горящими глазами. Но красивыми они были только на юге. На севере русалки представлялись жуткими страшными тетками, косматыми, с огромной грудью почему-то, обвисшей, и кожей, как у покойника, такого синеватого, голубоватого цвета. Где русалки жили? Жили они в воде, зимой подо льдом, а летом, особенно в русальную или троицкую неделю, они выходили на поверхность и раскачивались на ветвях плакучих ив и берез, пели песни, водили хороводы, они заманивали к себе путников и, как правило, начинали их щекотать и щекотали до смерти. В эту неделю было запрещено купаться, особенно в полдень или в полночь, по понятным причинам. Русалка утащит и все. Было также запрещено выполнять какую-то тяжелую работу, серьезно. Говорили, что нельзя, например, белить печь, потому что можно замазать русалку или замазать русалке глаза, и тогда она будет жить у тебя весь год и пищать. Или, например, нельзя было шить, потому что можно было случайно пришить русалку, и она останется у тебя дома и будет пищать весь год. Характер русалки обычно был такой же, как характер девушки при ее жизни. В целом они были веселые, озорные, пели песни, танцевали, водили хороводы, любили плести венки, также любили плести качели из ветвей деревьев и раскачиваться на них. Особенно они завидовали женщинам, также они очень завидовали влюбленным парам. Собственно, поэтому они заманивали людей к себе, конечно же, отдавая предпочтение мужскому полу. Мужчина мог стать любовником русалки, когда она его увлечет под воду и утопит таким образом. А женщина, если она таким образом заполучила женщину, то она получала себе новую подругу. Говорят, что мужем русалки был водяной, возможно, или мужем, или любовником, или просто хозяином стихии, в которой она обитала. Какими способностями обладала русалка? Она
не только могла управлять водой, вызывать дождь, запирать воды и так далее. Кроме того, она обладала способностью к оборотничеству. Она могла превращаться в разных мелких зверьков или не очень. Ну, там, в белочек, зайчиков, и иногда даже в коров и лошадей. Также они могли превращать людей и животных в предметы. Питалась русалка рыбой и раками. А по ночам ходила в сарай и доила коров. Вообще массу хлопот она могла причинить людям, ну, помимо того, что она могла их убить, конечно же. Она могла загнать их лошадей, например, или она могла насылать различные болезни на скот. Ну, конечно же, русалки могли также топить лодки. Путать сети или уводить рыбу. Но что-то и хорошее было в русалках. Например, они могли спасти ребенка в лесу от диких зверей, дождь вызвать. Русалки могли иметь и собственных детей. Говорили, что если ты встретил нагого ребенка в лесу, то, скорее всего, это ребенок русалки. И если ты ему поможешь, дашь ему укрыться, то русалка тебя обязательно отблагодарит. Как правило, дети русалки были уродливыми и крикливыми. Русалки ими подменивали детей человеческих. Так что вот подумайте, если у вас непослушный, крикливый и не очень симпатичный ребенок, может быть, это вовсе не ваш ребенок. В конце русальной недели обычно устраивали проводы русалки. Почему так называлось, это непонятно. Ну, потому что люди боялись, скорее всего, что русалки могут остаться. Обычно парень или девушка наряжались русалками, распускали волосы, так что лица их не было видно. И всей толпой эту русалку люди гнали за пределы села. Как спастись от русалки? Главное — это не смотреть русалке в глаза. Нужно опустить свой взгляд в землю. Хорошо иметь при себе булавку или иголку. Можно ее попробовать уколоть. Можно попробовать прочитать молитву. Можно попробовать показать ей гребень. Тогда она переключится на гребень и от вас отстанет. Помогал от русалки также церковный ладан и трава полынь. Можно начертить круг на земле, в центре круга начертить крест и встать по центру этого креста. Тогда русалка пойдет за тобой в твой дом и будет целый год прислуживать тебе. Будет тебе готовить еду, при этом сама есть не будет, а будет питаться только паром от еды. Неплохо так. Русалка может стать человеком, если окрестить ее, и тогда на ней можно даже жениться. На самом деле, случаи влюбленности между русалками и земными мужчинами очень даже нередки. Но даже если вам удалось спастись от русалки, вам на самом деле не повезло. Как правило, у таких людей возникают проблемы с нервной системой. Такой человек может внезапно захохотать или постоянно гримасничать. В общем, не все с ним в порядке уже. Так что лучше, конечно, с русалкой не контактировать. И если вы вдруг шли и у водоема увидели оставленный русалкой гребень, это может быть скелет рыбы, но это может быть и золотой гребень, то ни в коем случае нельзя его брать с собой. Потому что русалка ночью придет к вам домой и будет стучать в окна и двери, мешать вам спать, пока вы не вернете ей этот гребень. Может и вообще прийти и задушить вас. Вот такая история.